Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я приготовила плов. Плов – это корона азербайджанской национальной кухни. Ни одно событие из жизни азербайджанской семьи, будь то рождение ребенка, дни рождения, помолвка, свадьба или поминки, не обходится без плова. А подача плова на стол – это особая церемония. Существует множество видов азербайджанского плова. Шах-плов, фисинджан-плов, сябзи-плов, левенги-плов. Их не сосчитать. Я сегодня приготовила плов с мясным жаркое с сухофруктами. Говурма-плов по-нашему. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этого королевского блюда с изумительным ароматом шафрана вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления говурма плова вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. А для вашего удобства я перечень ингредиентов для откидного риса, для говурма, то есть для жаркое, и для подложки газмак по-нашему указала в отдельности. Итак, начну жаркое. Жаркое я обычно готовлю с вечера, но я не одна такая умная, многие так делают. Те же самые повара для вышеперечисленных событий жаркое готовят с вечера. Во-первых, так мясо отлично пропитается ароматами обжаренного лука и букета пряностей. Во-вторых, так просто практичнее. По ходу видео вы не раз в этом убедитесь. Перед тем, как приготовить жаркое, надо отварить мясо. У меня сегодня телятина. Ее можно заменить на баранину или на подходящую птицу, например, на курицу или индейку. Конечно, я вырезку из телятины предварительно помыла, просушила ее с помощью бумажного полотенца и нарезала на маленькие кусочки, но не совсем. Куски мяса отправляю в кастрюлю, заливаю мясо питьевой водой и отправляю на плиту. Огонь средний. После того, как снимаю пенку, огонь чуть-чуть убавляю. Варю мясо около полутора часа. Ближе к готовности солю. Вы ориентируетесь на свою плиту. Лук нарезаю полукольцами. Чуть-чуть солю. Очень бережно перетираю его солью. Так лук станет вялым, что поможет обжарить его до нежно-золотистого цвета. Желательно, чтобы посуда, в которой жарится лук, была с толстым дном. Если такой посуды нет, то под нее надо подложить железко. Отправляю лук в сотейник с толстым дном. Сюда же отправляю топленое масло. Друзья, настоящий азербайджанский плов готовится исключительно на топленом масле. Если по каким-то причинам вы захотите поменять топленое масло на что-то другое, это может быть только высококачественное оливковое масло. Все остальное в азербайджанский плов не вписывается. Идем дальше. Ставлю сотейник на средний огонь и, периодически помешивая, довожу лук до бледно-золотистого цвета. Перекладываю в сотейник отварное мясо. Сюда же добавляю немного бульона, каштаны и пряности. А это куркума, имбирь, черный молотый перец и мускатный орех. А еще для баланса вкуса я добавляю в жаркое лимонную кислоту. Да, еще соль, конечно. Что-то из пряностей можно убрать или наоборот добавить. Но если вы хотите приготовить настоящий азербайджанский плов, то советую сильно не отходить от базовых пряностей. Теперь пару слов о каштанах. Каштаны в жаркое кладутся не в сыром виде. Они проходят маленькую термическую обработку, что позволяет снять с них кожуру. Если вы начинающая хозяйка или занятая женщина, то можете купить уже очищенные каштаны. Они есть в магазинах в отделе замороженных продуктов. Я каштаны почистила сама, но, к сожалению, не успела сделать съемки. Надеюсь, в этом году наверстаю упущенное. Если вам все-таки захочется почистить каштаны самому, конечно же, платформа YouTube вам в этом поможет. Теперь обжариваю сухофрукты. Сперва жарю куркуму.
Плоды были большие, поэтому я их разрезала вдоль. Кусочки куркумы жарю на низком огне по 3-4 минутки с одной стороны, примерно столько же с другой. Опять-таки на топленом масле. Сковороду не закрываю крышкой, а просто прикрываю специальной сеточкой. Сухофрукты не должны тушиться. Они должны слегка обжариться на топленом масле, впитывая в себя весь этот аромат. Масло кладу совсем чуть-чуть, но при необходимости добавляю. Слегка обжаренные кусочки куркумы перекладываю в другую посуду и перехожу к другим сухофруктам. Да, чуть не забыла. Сухофрукты я предварительно положила в теплую воду на 5-6 минут, помыла, затем разложила их на бумажное полотенце и высушила. Алычу и сливу жарю вместе. Друзья, для гуврумаплов идеально подходит такой сорт сливы, как аль-бухара. Его, конечно, можно заменить на чернослив для галочки, но если есть возможность, советую достать сливу аль-бухара для гуврумаплова. Она своим неизменным душистым ароматом и сочностью как нельзя удачно вписывается в гуврумаплов. Кишмиш обжариваю 2-3 минутки и выключаю плиту, а сковороду с кишмишом оставляю на плите. Все, на этом жаркое полностью готово. Перехожу к рису. Для азербайджанского плова используется длиннозерный рис, а готовят его откидным способом. Я сегодня применю 2,5 стакана длиннозерного риса. Это примерно 500 грамм. Рис тщательно мою под слегка горячей водой и пока оставляю рис в горячей воде и готовлю посуду, где буду его варить. В 5-литровую кастрюлю наливаю примерно 2,5 литра кипятка из чайника. Насыпаю туда 2 столовые ложки соли и рис. Рис надо варить в широкой кастрюле и на большом огне. Его нельзя забивать в кастрюлю, как селедку в бочку. Вообще, должна отметить, что к рису в плове надо относиться очень бережно. Его нельзя мять, его нельзя тереть, иначе рис поломается, и в итоге получится какая-то кашица. А отличительной чертой азербайджанского плова – это его рассыпчатость. Добиться такого эффекта можно только с соблюдением определенной технологии. А пока варится рис до полуготового состояния, я готовлю подложку. В отдельной миске взбиваю яйцо. Туда же отправляю соль, совсем немного сахара для баланса вкуса, пряности, набор такой же, как я положила в жаркое, катык, топленое масло и муку. Замешиваю мягкое тесто. Подложка, газмак по-нашему, делается для того, чтобы рис не прилипал к дну кастрюли. А главный бонус в том, что благодаря вот этому газмаку мы получаем вкуснейшую хрустящую корочку, пропитанную ароматами топленого масла, шафрана и других пряностей. Для красивой подачи на стол газмака, да и плова в целом, после того, как подложка стелится на дно кастрюли, его надо бы нарезать с помощью стакана или формочек для печенья. Я это делаю очень редко. И не потому, что лень. Во-первых, нам нравятся хаотичные кусочки газмака больше, чем фигурные. Во-вторых, я все-таки боюсь испортить верхний антипригарный слой моей кастрюли. Но сегодня я иду по законам искусства. К этому моменту рис дошел до полуготовности. Тесто пока оставляю в сторонке и незамедлительно откидываю рис в дуршлаг, так как он не должен довариться до полной готовности. Он должен быть полусырым. И только потом путем томления доходить до полной готовности. Именно это делает азербайджанский плов рассыпчатым. А упустив даже пару минут при варке риса, вы этого эффекта уже ничем не добьетесь. Кипяток вылила, он мне не нужен. Откинутый в дуршлаг рис нельзя оставлять под воздействием горячего пара, так как от воздействия горячего пара рис может дойти до готовности и смягчиться, а нам этого не нужно. Пока оставлю рис в сторонке и, раскрыв тесто толщиной не больше 5 мм, раскатанное тесто стелю на дно кастрюли, то есть готовлю подложку, газмак по-нашему.
Для того, чтобы вырезать подложку на кружочки, выдавливаю стаканчиком на газмак, что оставляет на нем четкие круги. Закрываю крышку кастрюли и на огне чуть ниже среднего даю газмагу допекаться, дожариться до бледно-румяного цвета. А я за это время завариваю шафран. Шафран я совсем немного мну, тру и заливаю его крутым кипятком и даю ему отстояться. Пока шафран заваривался, газмак допекся. Я слоями насыпаю в кастрюлю откинутый рис, сверху прохожу топленым маслом, затем немного заливаю заварки, настойки из шафрана, и так в несколько приемов, несколько слоев. Именно этот процесс помогает на выходе получить рассыпчатый рис крупинка в крупинку. Топленое масло не дает крупинкам риса прилипать друг к другу. Шафрановая заварка создает некий конденсат в кастрюле, что помогает рису томиться и раскрыться, пропитываясь при этом волшебным ароматом шафрана. Все, рис собрала слоями и час с лишним даю рису томиться на низком огне. За это время надо будет 3-4 раза открыть крышку кастрюли и вылить капли конденсата. Чтобы процесс пошел более успешным, накрываю крышку полотенцем. Полотенце будет впитывать в себя всю лишнюю влагу. Ну что, прошел час с лишним и вуаля! Говурма-плов с изысканным ароматом волшебного Востока готов. Достаточно торжественно и по-праздничному оформляю плов и с огромной любовью подаю его на стол. Ну что, друзья, я настоятельно рекомендую вам приготовить такую вкуснятину для себя и для своих близких. Ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Уверяю вас, приготовив и попробовав плов однажды, вы навсегда влюбитесь в него. А приготовить плов правильно получится у всех и с первого раза. Во всяком случае, я для этого выложилась по полной. Я всем желаю приятного аппетита, побольше приятных поводов для застолья и благодарю вас за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать. Гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых вкуснейших рецептов от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!